Ну, что же, я всех рад приветствовать, с вами снова эфир, и добро пожаловать на максимально экспериментальную сбор в моем канале. Это Майнкрафт, но, как вы можете заметить, это пока что не Майнкрафт, потому что мы находимся буквально в лаунчере. И вы спросите, что же я здесь делаю? Суть заключается в том, что мы, да, по названию данного сезона, я думаю, вы понимаете, о чем будет идти речь. Мы с помощью нейросети будем собирать сбор, да, будем собирать сборку для нашего летсплея. Суть такова. Каждую серию я буду добавлять по каждые 3 мода в сборку благодаря нейросети. Также нейросеть будет выбирать и аддоны, и прочие модификации, которые будут нам попадаться в игре. Да, то есть буквально все моды, которые есть в просторе интернета, будут попадаться ему под нос, и он будет выбирать из этого всего количества по 3 мода каждую серию. Также он будет давать нам какие-то задания на определенную серию, да, условно, и мы их должны будем выполнять. И начнем мы буквально с чего? Буквально создание самого так называемого Майнкрафт. Суть такова. Как вы могли заметить, сезон называется нейрогенез. То есть это буквально сеть между нейросетью и Майнкрафтом. То есть получается генетическая, знаешь, генезис, да, какой-то собирается взаимосвязь между Майнкрафтом. Итак, спустя небольшое количество времени я немножечко оптимизации под нашу сборку, так называемую, да, не лагала, так скажем, и мне уже нейросеть подсказала первых 3 мода. А какие будут моды? Первый у нас Алекс Mobs. Вот он, собственно, установить. Далее у нас идет Create. Вот он у нас. И также у нас идет Twilight Forest. Готово. Все библиотеки скачались, все скачалось. И что же, мы готовы буквально запустить первый наш мир. Буквально. Естественно, то, что сейчас не будет никаких крашев, давайте я пока что запущу. Да, понятное дело, не будет никаких ни крашей, ни каких-то либо проблем не будет с этим, что буквально 3 мода буквально всего лишь добавил. Поэтому все начнется лишь со следующих серий, да, потому что каждая серия это плюс 3 новых мода. Они будут абсолютно разными, без разницы какими. Да, вы можете в комментариях даже подсказывать, какие моды добавлять. И я, возможно, да, то есть я буду составлять список, потом мы будем, допустим, 3 мода добавлять нейросети и какой-то один из ваших, блядь, в серию. Поэтому, да, обязательно тоже пишите. И что же, вот наша игра уже запущена. Сейчас буквально записано 55 модов. Ну да, понятное дело, что здесь оптимизация еще стоит, понятное дело. И все моды загрузились, как бы не было странно, да? И давайте нажмем одиночная игра. У нас сейчас буквально создается мир. Назовем его, как бы не было странно, нейрогенез. А в режим выживания сложность. Давайте сложную. И использование часов, понятное дело, выкол. Также давайте я включу здесь бонусный сундук. И в целом все. Создать новый мир. Потихонечку у нас создается мир, а пока у нас создается мир, я хочу уведомить, то, что у меня есть телеграм-канал, в котором выходят всякие различные интересные новости по моему каналу и не только. Поэтому обязательно заходите, подписывайтесь, буду рад там каждому. Вот. Итак, здравствуйте и всех рад приветствовать, дорогие друзья. С вами снова Яфир. Добро пожаловать в сборку нейрогенез. Да, друзья. Итак, что у нас здесь есть, а чего у нас здесь нету? Да, я поднакатил шейдеры, я, понятное дело, оптимизацию поставил, и я уже даже кого-то вижу. Здравствуйте, вы кто? А я даже узнать не смогу, кто вы, потому что у меня нету подсказок для того, чтобы понять, кто вы. Но вы несете траву, кстати, что самое интересное. Я могу, наверное, сломать один из этих блоков, но мне кажется, это будет фатально. Смотри, они листочки перетаскивают свой улей. И это муравьи. Понятное дело. У меня уже есть книжечка. Это книжечка о животных с мода Alex Mobs. Это мы уже все знаем. И да, это по сути своей самый обычный Майнкрафт. Самый обычный Майнкрафт без каких-либо измененных, так скажем, генераций и прочих всяких нововведений. Но это обычный. У нас установлено здесь Alex Mobs, Create и что еще? Я забыл. Twilight Forest у нас здесь установлено. Больше ничего. Также вот у меня есть бонусный сундук. Мне обязательно его нужно сейчас забрать. Факелочка тоже можно взять. И давайте посмотрим, что у нас здесь. Деревянный топорик, всякие прикольчики и кирочка. Это хорошо. Сундук я, пожалуй, тоже заберу. Спасибо большое. И, кстати, я еще кого-то слышал здесь неподалеку. Слышишь? Тут что-то, ну, не жужжит, а... Вот, смотри. Калибри. О, понял, спасибо, хорошо. Давай тогда смотри. Так как у меня неподалеку, во-первых, у меня есть хлебушек, кстати, это тоже очень хорошо. У меня неподалеку здесь был Вон, у меня неподалеку есть заброшенный корабль. Можно туда сходить, получить какие-то первые ресурсы. Кстати, спава на самом деле очень прикольный. Вот океан, буквы лес, тут тропический лес. Вот это очень приятно, очень вкусно. Давайте ныряем и сейчас посмотрим, что же нам там выпадет. Я понимаю то, что там, скорее всего, железо есть и всякие подобные. Может, даже алмазы будут какие-то первоначально. Может быть.
Было бы очень прикольно, на самом деле. Здесь какие-то рыбы летают. Блин, на самом деле, да, реально. Вот Alex Mobs добавляет уже, на самом деле, много контента. Да и все остальные моды тоже добавляют очень много контента. Тут у нас часы, компас, карта клада, кстати, очень хорошо. Да, поэтому изучать здесь очень много чего есть. А вот, кстати, наше первое железо, изумруды, пузырек опыта, который мы сейчас прям бахнуть. Да и в целом больше здесь... ну хотя здесь еще один должен быть сундук, скорее всего. Вот он. Здесь у нас должны быть, вот, например, шлем, бумажка, динамит, шлем Аладдина. И, ну, получается, поплывем сейчас за картой клада, да? Скорее всего, да, потому что находится она буквально неподалеку. Сейчас мы давайте возьмем, сделаем верстак и будем поориентироваться по компасу. Как раз я вас научу, если кто не знал, как ориентироваться по компасу, где находится карта клада. Смотри, компас у нас показывает всегда на север. То есть север у нас находится вон в той стороне. Нет, вернее нет, он показывает сейчас на точку спам. На севере у нас находится, получается, если у нас запад у нас вон там, тут у нас восход получается, значит там у нас находится север, а там юг. Значит, получается, можно ориентировать. Главное, по компасу не получится ориентироваться. Я что-то немножко сдурил. Немножечко передурил. Давай возьмем еще тростничок и поплыли. Где-то в ту сторону нам плыть. Ну, правда, нет, подожди, мне если север у нас сверху, да, это мне нужно вон туда, да, потом в ту сторону. Даже по карте, мне кажется, будет легче ориентироваться, потому что на карте все верно. Сверху север, снизу юг, слева запад, слева, справа восток вроде, да? Да. Поэтому так будет гораздо проще ориентироваться по мировому пространству. Как раз посмотрим, может здесь какая-то деревня будет или что-то наподобие. О, как раз деревня вон есть. Я, если честно, ребят, даже сидов никаких не подбирал, я буквально перед вами создал мир, поэтому этот сид у нас буквально ванильный. Поэтому, если кому надо, вот, пожалуйста, сид. Можете его скопировать, можете его написать, можете его использовать, будет вам выдавать такой же самый мир. Итак, вот, у нас карта клада, нам нужно, смотри, ориентироваться по вот этим вот координатам. Видишь, у нас есть координаты, а есть вот здесь именно координаты чанка. У нас здесь сейчас 9, 15, 8. Нам нужно сделать так, чтобы было 9, 9. То есть, и вот прям ровно под вот этим вот блоком у нас находится сундучок. Смотри, сейчас, вот сейчас будет, смотри. Оп, вот сундук. Здесь куча железа, куча золота, подводное дыхание. Но я брать не буду, сердце моря это точно возьму. Сырой лосось я выкину на всякий случай. Ну как на всякий случай, он мне по факту и не нужен. А вот все остальное можно забрать. Ну и что, пошли тогда в деревню. Сходим туда, тогда глянем, что у нас там есть. Потому что нам нужны какие-то первоначальные ресурсы для того, чтобы начать буквально здесь что-то хотя бы делать. И да, то, что у нас здесь Twilight Forest, это уже хорошо, потому что мы сможем отправиться в Сумеречный лес. Он довольно делается легко, поэтому даже в следующей серии пойдем туда, потому что почему бы, собственно, и нет. И смотри, это гориллы. Они добрые, они нас не бьют, они могут сидеть. И, кстати, здесь еще есть немножко кожи. Это, кстати, немножко мяса, поэтому можно немножечко подфармить. Ну, я сказал кожа, а на самом деле шерсти, поэтому не обессудьте меня, пожалуйста. Все в порядке, это всего лишь кожа. Давайте скушаем еще хлебушек. Смотри, деревня. Что у нас здесь? Здесь в деревне. В деревне у нас есть жители, в жителях у нас есть дома. А в домах есть что? Правильно, в домах есть кровати. Ну, кровати я трогать не буду, пусть они у нас будут здесь. Пусть они здесь валяются. Самое главное, то, что я знаю, вот здесь у нас есть зельеварка. Это самое главное, то, что нужно знать, потому что можно будет сюда прийти, если что, какое-то зелье сварить. Каких-то лутовых домов я здесь не вижу, которые можно золотать. Вот здесь я знаю каменщик. Точнее, нет, не здесь. Это здание маленькое, это просто обычный дом. Вот здесь я знаю точно, что-то есть. Вот, пожалуйста, куча хлеба, картошки и яблоко. Спасибо большое. И вон там я тоже знаю, что-то есть. Потому что это может быть дом библиотекаря. Да, да, это у нас книжечки. Книжечки нам нужны. Поднимаемся наверх. Здесь вроде да, здесь ничего нету. И что? Получается, мы сейчас находимся на пересечении джунглей, саванны и, я так понимаю, обычных равнин. Также у нас неподалеку от нас есть горная местность довольно, ну такая, знаешь, холмик, скажем. Блин, на самом деле здесь красиво, я бы где-то здесь и остановился, тем более вот буквально неподалеку у нас деревня есть. Также буквально неподалеку от нас джунгли, береза и заброшенный портал, кстати, здравствуйте. Карту клада, кстати, можно выкинуть, она нам больше не пригодится. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть кремешек, мотыга есть, лопата есть, всякие зажигалочки и немножко железка. Спасибо, очень приятно. Ну да, я думаю, где-то можно здесь остановиться на самом деле, потому что красиво довольно выглядит здесь местность. Где-то будет... Хотя, блин, я на самом деле в ту сторону побольше бы ушел, потому что здесь у нас буквально вот недалеко у нас здесь река.
А здесь у нас саванна очень близко. Мне саванна не нравится очень сильно. Вот да, биом прикольный на самом деле, с большим потенциалом, но на самом деле мне он не очень нравится. Да, друзья, это максимально экспериментальная рубрика. Я даже не знаю, честно, что здесь говорить, потому что, ну, буквально мы находимся не, ну, в ваниле Майнкрафт, буквально вот в ваниле. Поэтому, друзья, буду рад вашей помощи в комментариях. Пишите, как вам первая серия. Я буду вам очень рад и благодарен, естественно. Что мы видим? Здесь у нас река, которая у нас утекает вон туда, и там я вижу обычный лес, поэтому я думаю, можно туда сходить, но перед этим я бы сейчас сделал кровать, потому что скоро уже ночь, буквально вон закат у нас, поэтому я бы, с вашего позволения, сделал бы кровать и поплыл бы, скорее всего, куда-то в ту сторону, потому что я вижу то, что там вон лес есть. Но здесь буквально равнина, здесь хотя бы лес есть. И можно, скорее всего, где-то неподалеку от этого леса поселиться, чтобы было комфортно находиться там. Хотя, с другой стороны, можно и в саванне поселиться, знаешь, для эксклюзива, так скажем. Но пока что давайте поселимся где-то здесь. Давайте также сейчас поспим. Спи, моя радость. Ой, доброе утро. Доброе утро. На самом деле, реально доброе, потому что мы не видим никаких разломов, не видим никаких сюжетных ситуаций, не видим никаких, не знаю, разрывов, потому что это буквально пустой мир. Ну как, нет, ладно, это не пустой мир, нифига себе, я тут и сказал, это насыщенный, но при этом здесь все спокойно, умиротворенно. Так знаешь, немножечко у нас песочница проявляется какая-то, да, то есть не надо никуда-то спешить, не надо ничего делать, просто ходишь себе, исследуешь здесь леса, не знаю, горы, шахты и довольствуешься тем, что тебе никуда не надо, что у тебя буквально все есть. Да, но правда то, что здесь везде леса, это, конечно, вообще очень неприятно на самом деле, потому что хотелось бы что-то другое. Ну, а с другой стороны, хотя вон, смотри, сейчас, подожди, сейчас на дерево взберусь, смотри, сейчас мы вот сюда куда-то поднимемся. Во, походу мы, давайте я еще побольше прорисовку сделаю. Там максимально 32 чанка сделаю. Смотри, там у нас джунгли прогрузились. Там у нас равнина прям довольно большая. Там у нас есть какой-то, знаешь, типа Нагорье. Хотя там, скорее всего, каньон. А нет, там река у нас под, не знаю, под чем-то ездит. Там у нас холмистая равнина. Скорее всего, за ней у нас обычная равнина находится. Там у нас тоже, кстати, равнина есть. Я бы, наверное, даже на повыше дерева залез сейчас, чтобы, знаешь, так посмотреть подетальнее, что у нас здесь в округе. Там у нас саванна везде. Там у нас, кстати, там прикольно довольно. Там у нас равнина есть. Там у нас тоже довольно большая равнина. Но при этом у нас здесь река буквально под носом. Там я не вижу... там тоже равнина. Кстати, там довольно плотная такая равнина. В том плане, что... Ой! О, кстати, первая какая-то руда, которая добывается, кстати, железной киркой. Это у нас, друзья, цинк, вроде бы, если не ошибаюсь. Это у нас цинковая руда. Или как-то по-другому. Да, вроде цинк. Да, вроде цинк называется, если не ошибаюсь. Поправьте меня в комментариях, буду очень благодарен. Да, скорее всего, где-то здесь поселимся, потому что я там вижу буквально равнину, ну, буквально равнину, без ничего, поэтому будет здесь круто. Недалеко деревня, поэтому, если что, можно будет не сходить, хотя, может, здесь еще какая-то равнина будет, не знаю, может, это правильно. Поэтому, да, обязательно сейчас посмотрим, что у нас здесь есть. Да, здесь обычная равнина, прикольно выглядит. Недалеко есть джунгли, поэтому, если что, можно будет добыть немножко хлеба, можно будет добыть немножечко дерева, если нам понадобится. И здесь, да, вот, и там, кстати, у нас пустыня начинается. Не, ну логично, саванна это тоже сухой биом, поэтому не тяжело подумать, что здесь еще и пустыня будет. Но вот здесь я бы остался даже жить. Выглядит прикольно, да, сильно. Да, поэтому давайте здесь поселимся где-то, поставим нашу кроватку, сундучок, верстачок. Давайте еще сделаем на всякий случай один сундучок. И также недалеко от кассы сделаем железный инструмент. Да, мы скипнем сразу же каменный уровень, сразу же сделаем себе железные инструменты. Все, полностью все железные инструменты есть. Вот эти даже можно выбрасывать, получается, на самом деле. И желательно бы немножко камня, на самом деле, добыть. Здесь, кстати, еще уголь есть. Мы тут еще уголька немножко поддобыть, поэтому будем иметь в виду то, что недалеко от нас еще есть уголь. И вот, кстати, вам, пожалуйста, еще достижение за кирку. Буквально пропустили... Вот, буквально пропустили 2 достижения. Ну, че, извините. Повезло нам так хорошо с генерацией. Тут уж вы меня извините. Все, 27 булыжника есть. Думаю, этого будет вполне нам хватать. Поэтому давайте сейчас покушаем, сделаем печки. Хотя нет, давайте все-таки немножко угля попробуем добыть. Чуть-чуть, буквально пару штучек для того, чтобы нам переплавить еду сейчас. Это будет очень хорошо на самом деле. И мы отправимся в пустыню, глянем, что у нас там есть. Ой-ой-ой.
все, я же дыхаться уже начал, переборщил немножко, извините. Так, давайте сделаем 2 печки, думаю, это вполне себе хватит. Раз, два. Кстати, у нас еще есть самородки. Можно еще сделать немножечко железа. А из этого железа можно сделать нагрудник, чтобы хотя бы какая-то у нас броня была. Ну, еще кожаный шлем, понятное дело, у нас есть. И давай, знаешь что? Давай мы сейчас вот это дерево добудем. Потому что почему бы, собственно, и нет, да? Правильно? Добудем сейчас это дерево, сделаем, хотя нет, даже сделать нам по факту не придется, можно сейчас отсюда вот мотыгу подобрать аккуратно и посадим вот здесь наш первый, так скажем, маленький посев, то есть маленький урожай. Вот у меня есть 2 картошечки, что у меня еще есть? У меня больше ничего нет, можно сейчас немножко пшеницы поддобыть. Вот, 3 семечка есть, можно еще пшеничку немножко посадить, пусть растет, будет у нас еда, почему бы, собственно, и нет. Ну и все, да, а пока давай закинем сейчас, что мы закинем на переплавку? Кстати, ничего не закинем на переплавку, потому что нечего жарить. Вот это, конечно, поворот событий. А, не, ладно, баранина есть, хорошо, молчу. Есть у нас баранина, на самом деле, кстати, компас мне пригодится. Компас я бы на всякий случай сохранил, лодку и огнево тоже сохранил. Все остальное можно пока выкладывать. Компас мне нужно, чтобы я просто понимал, где у нас находится дом. А нет, он все равно на спаун, почему-то, к сожалению. Да, почему-то все равно показывает на спаун, хотя я привязал его к кровати, и по сути он должен быть привязан к кровати. Почему-то он привязан к спауну. Ну тогда ладно, тогда лежи здесь. Будем ориентироваться как-то без меток. Будем понять. Хотя, ладно, давайте, знаете, что я сделал? Давайте я сейчас возьму песочка и вот ровно на вот этой вот листве поставлю немножечко блоков, чтобы издалека понимать, где у нас находится дом. Ну и в целом все. Да, думаю, можно уже отправляться в пустыню. Думаю, то, что будет там пустынный храм 100%. Надеюсь, по крайней мере, на это. Потому что будет как-то неприятно. Вот, кстати, еще железо есть, я вижу. Также здесь туф откуда-то есть. Хотя его, по сути, здесь не должно быть на самом деле. То, что там железо иметь есть, это очень хорошо. Потому что мы сможем там достать то самое железо иметь, и в будущем железо нам явно пригодится. Подожди, мне кажется, или меза? И мне настолько повезло. Реально меза, видимо, там еще заслать. Это прикольчик, конечно. Вот это вы меня прям сильно удивили сейчас, конечно, то, что там еще меза заспавнилась. Но давай еще мне тут пустынный храм поставь, не знаю. Хотя, ну я вижу деревню. В деревню можно будет сходить, потому что в пустынных деревнях вроде бы больше всего лута спавнится, если не ошибаюсь. И, кстати, я бы еще оттуда кроватку бы забрал, на самом деле. Потому что без кроватки будет ночью как-то немножечко опасно, я бы сказал. Да, но, к сожалению... ну, кстати, вон, смотри. Заброшенный портал я вижу. Давай сначала в деревню сходим. Я вижу там портал. Можно будет в него сходить, забрать там немножко ресурсов. Хотя там ресурсов не то чтобы много, на самом деле, кстати. Там их будет прям маловастенько. Ну, что уж, О, нет. Тихо, аккуратно, змеи. Змеи опасно, змеи плохие. Змеи меня кусать будут. Змеи меня будут очень сильно кусать. Мне такое спасибо не надо. Здравствуйте. Кстати, здесь еще верблюды же есть. Точно. Здесь же будут еще верблюды. Кстати, вот я так вот смотрю. Блин, прорисовка такая огромная. Пустынного храма я не вижу. Зато еще одну деревню вижу. Вот это прикол. Зато еще одну деревню вижу, прикинь. Даже колодец я вижу. Ну, колодец, ладно. Колодец, если кто не знал, обозначает то, что неподалеку есть деревня. Поэтому это не столь прям, чтобы важно. Ну, то да, окей. Тогда мы сейчас ходим в портал. Так уж и быть, окей. Давайте я также сейчас возьму с собой кровать. Ну и да, и пойдем тогда в сторону портала сейчас. Как раз он находится довольно далеко. Ну и, понятное дело, надо поспать, потому что кадавра это прям страшно. Кадавра это прям страшно, кадавра это прям боль. Мне вот на самом деле вот попробовать в этой вот рубрике всей очень интересный один нюанс. Вот смотри. Ну, по сути, да, если мы будем снимать довольно долго, во-первых, с ваших комментариев, скорее всего, будет, да, идти к... Что это за мухи-перерост? Они добрые или... Ну, вроде да, добрые. Окей, ладно. То, что, во-первых, ну, вы будете писать комментарии, да, какие-нибудь по поводу модов, да, добавь тот мод. И я буду составлять списочек и рандомайзером его выбирать. Также будет добавляться по 3 мода от нейросети. И, по сути, ну, к серии 20 примерно эта сборка может перевалить уже за 50 модов. Ну, нейросеть может дать такие моды, что этих 50 модов хватит для глобальной довольно сборки, на самом деле. Я, правда, вот честно говоря, я не знаю. Это настолько экспериментальная рубрика, то что я даже не знаю, к чему здесь стремиться. Да, понятное дело, то, что здесь нужно будет изучать какие-то, знаешь, блин.
портал такой плохой. Видишь, как он заспавнился? Ну, я хотя бы железный блок, точнее, золотой блок заберу, полезно. Я просто к чему ввел, даже не знаю на самом деле, что здесь делать. Ну, в том плане, что я знаю, что здесь делать. Какая конечная цель данного сезона. Либо добавлять моды, пока, знаешь, типа сборка не забьется уже. Максимум, знаешь. Блин, еще одна деревня, да вы прикалываетесь. И ни одного пустынного храма. Да ну, я не верю в это. Там одна деревня, потом там еще одна вон деревня есть. И вот еще одна деревня. Не, ну вы прям сильно меня прикалываете, прям я в шоке. Ну я не знаю, мне получается, что снова в деревню идти или как, да. Вот это, конечно, прикол вообще жесть. Да, к чему я вел раньше, поэтому я не знаю, нужно будет придумать какую-то конечную цель. К какой мы будем стремиться. Ну, скорее всего, да, мы будем изучать моды потихонечку, помаленечку, знаешь, типа будем проходить их по мере достижения. Достижение это по факту является как раз таки прогресс, да, то есть здесь не достижение как достижение, здесь у нас именно перевод, именно как прогресс. То есть, да, постепенно... Ах ты падла! Не наступи на змею, прячьте гремучую зиму. Вот это да, как хотела птичку убить, прикинь. А вот это нельзя и позволять. Да, поэтому да, будем по мере прогресса двигаться по достижениям. Может быть, что-то там получится у нас выкопать, так скажем. Ну, потому что достижений здесь довольно можно в самом Креате, условно. В Алекс Мопсе тем более здесь намного больше. Ну и попадем в Twilight Forest, там тем более гораздо больше будет достижений. И нет, на просторах пустыни я не вижу ни одного храма. Скорее всего, может быть, в той стороне, кстати, есть какой-то. Может быть. Я этого не скрываю, где-то может там может быть. Потому что тут у нас уже пустыня начинается, а в той стороне еще виднеется пустыня. Еще пока не все потеряно. Да, эта серия будет, скорее всего, немного, знаешь, такая разговорная, так скажем, введение, то, что будет нас ждать на протяжении всего сезона. Поэтому мне очень важно то, как вы отреагируете на данный сезон. Как вам этот сезон и эта задумка, потому что, ну, на самом деле, это спонтанная, на самом деле, задумка. Да, то есть она буквально придумана с ничего. Вот, поэтому будет интересно узнать ваше мнение и то, как вы отреагируете. И нравится ли вам такая задумка, нравится ли вам тому, к чему он приведет, потому что, ну, мне лично намного интереснее, потому что, ну, раньше был у Луложки сезон рандомные приключения, там, где он сам избирал какие-то моды, да, и подписчики, естественно, ему закидывали моды. И уже исходя из этого, он там рандомайзером выбирал себе моды для серии. Здесь же, по сути, никто знать не будет, какие моды будут добавлены. Да, то есть никто вообще, кроме нейросети, которая будет просто какой-то рандомный мод выбирать из базы данных и говорить, ну вот, установи там, не знаю, покемонов установи и играй условно с ним. Да, то есть, ну, такое может быть вполне себе. Ну, правда, да, ладно, честно говоря, я против Кабельмона немножко имею, потому что мне Кабельмон на самом деле очень не нравится, поэтому это будет единственное исключение из... Ну, естественно, если будут какие-то конфликты возникать, то придется пересобирать, так скажем, моды, к сожалению. И, блин, здесь я блужу, хожу, вот общаюсь с вами, да, хожу, брожу, я не вижу ни одного храма. Я вижу, что вот здесь меза, в той стороне меза есть, там уже бамбуковые тропические леса начинаются у нас. Просто проблема, что я не могу поставить больше прорисовку, да, условно, как в том же Вортексе. К сожалению, не могу себе этого позволить, да тем более не нужно, потому что если я поставлю, то весь мир будет прогружен, ну, на довольно большой радиус. А этого позволять не надо, потому что у нас же, скорее всего, будут новые структуры добавляться из модов, биомы, скорее всего, будут добавляться из модов, поэтому будет как-то опасненько немножко это все делать. Поэтому лучше рисковать не будем, как говорится. Блин, я здесь хожу вокруг да около и не вижу никакого пустынного храма вообще. То есть реально, я вот хожу вокруг да около, но туда я уже далеко сильно плыть не хочу, потому что мы уже сильно далеко уйдем. Я даже буквально не помню уже, где наш дом, потому что мини-карты-то здесь никакой нету. Да, мини-карты-то здесь никакой нету. О, а вот и храм. Скорее всего, кстати, еще возможно такая... Кстати, а еще возле деревни он оказывается. Возможно, скорее всего, я еще сюда буду звать всяких людей рандомных, да, то есть каких-то интересных людей, которые захотят посниматься здесь. Буду их звать, скорее всего, и будем вести с ним вместе, там, одну там, 2 серии буду звать человека какого-то, чтобы вместе с ним поиграть. Поэтому, да, тоже, если вы хотите поучаствовать в этом сезоне, пишите в телеграм-канал, да, заходите туда, пишите, если вы хотите попасть в этот сезон, и, скорее всего, именно ты станешь тем самым участником в какой-то из следующих серий. Ну, а мы пока нашли пустынный храм, давайте посмотрим, что у нас здесь есть, сходим сейчас вовнутрь, скорее всего, здесь, на самом деле, здесь могут быть очень крутые ресурсы. Например, он заспавнился, конечно, максимально некрасиво, но что с этим сделаешь, да, как говорится. Я точно возьму динамит на всякий случай.
потому что он нам, ну, скорее всего, пригодится, не знаю точно. И что здесь? Порох, паучий глаз, нитка, алмазная конская броня, алмазы, проклятие нестомности, спасибо. Здесь еще больше костей, ниток, паучий глаз, отделка, кстати. Вот это, кстати, на самом деле очень прикольно. Я что-то услышал? Или мне послышалось? Нет, мне не могло послышаться. Я кого-то услышал. Я просто слышал, что недалеко здесь бурлит лава. Скорее всего, где-то что-то там ходил. И, блин, вот теперь самый главный вопрос. Где находится мой дом? Ну, как мой дом? Мое спальное жилище, так сказать. Вот это очень страшно, мне кажется. Вот это да, вот эти... Не, ну я их могу... Торнадо буквально! Воу! Не, ну ладно, так уж и быть. Они немного, на самом деле, наносят. И выпадает с них какой-то глаз вихря, который может пригодиться для мешка с песком, также для генератора вихрей. Генераторы вихря в этом же случае, видимо, ни для чего не используются. Мешок можно зачаровать на прочность, кстати. Блин, генератор вихря, кстати, можно будет сделать. Можно будет посмотреть, что делается и что можно будет сделать. Ну что, на чем я остановился? Наш дом находится за вот этой деревней, вроде бы, если я не ошибаюсь. Так, давай сейчас поспим. Потому что вон, уже какая-то муха-переросток. Я даже не знаю, кто это. Можешь попробовать его немножечко кукать? Привет. Ты у нас умер с одной тычки. А нет. Вау! Ужаленный. Вот это сейчас неприятно было. О, кстати, смотри, еще вихрь. А ну, кстати, мне на самом деле интересно, если еще один бы выпал глаз вихря. Было бы очень круто. Нет, к сожалению, не повезло. Может, шанс на выпадение. Даже можно посмотреть. 20% шанса. Да, видимо, мне просто немножко не повезло выбить сейчас. Что мне еще? А, жало, скорее всего, я достал. Да, мушка бьет неприятно. Вот, кстати, еще один здесь вихрь. Можно еще раз попробовать его убить. А, еще он один. Да, нормально. Сейчас еще сделаем один. Посмотрим, что делает глаз вихря. Нет, к сожалению, не выпал. И, правда, у меня еда уже заканчивается. Вот это очень плохо на самом деле. Ой, блин, нет. Отпусти. Нет, не выпало. Блин, я на самом деле даже не знаю, на что можно потратить этот глаз вихря. Или на мешок с песком, или на генератор вихрей. Блин, на самом деле я на что-то потратил его на самом деле. Но, блин, на самом деле для этого нужно много песчаника. Но хотя могу добыть немножечко, кстати. Там что у нас надо? А, редстоун нужен один. Блин, ну редстоуна у меня, конечно, нету, увы. Редстоуна у меня, конечно, нету, увы. Но, блин, тогда ладно, чё уж. Да ладно. Итак, спустя небольшой промежуток времени я уже нашел пчелок, которые у нас недалеко были здесь. И вон мой столб. Блин, на самом деле, если бы не столб, я бы не нашел. Ну, честно, я бы не нашел сейчас свой дом вообще. Поэтому давай сейчас вернемся домой и будем что-то придумывать. Здесь, кстати, еще лошади есть. Блин, у меня, конечно, седла нету. Блин, ну мне еще алмазная конская броня есть. Вообще неприятно, кстати. И у нас... Во, блин, еще улей есть. Можно еще будет пчелок немножечко развести. Ну, не развести в плане развести на банк, а развести в том смысле, что разводить их, чтобы получать впоследствии мед. Не, ну глаз вихря окей. Это у нас буквально первый предмет из мода. Буквально вот самый первый. Ну и да, у нас немножечко ресурсов есть, немножечко яблочек, кстати, которые можно взять. И, наверное, тогда... На этом мы постепенно закончим. Я вижу вон свинюшек. Можно будет сделать здесь какой-то загон, потому что картошка у нас есть. Курочек вижу здесь. Можете здесь коровки будут, кстати, неподалеку где-то. Пчелы есть. Блин, на самом деле отличное место я выбрал. Да, но на этом мы будем постепенно заканчивать. Может, серия вышла короткая, не знаю. Какая-то именно короткая по хронометражу, но это экспериментальная рубрика. Я посмотрю за активностью. Посмотрю, что и как вы отреагируете на данный видос. Если вам понравится, я буду снимать дальше. Если я увижу то, что, ну, к сожалению, не зашло, то так тому и быть, как говорится. Серия будет выходить, получается, как выходила там Альфа Эволюция давно. 2 серии Вортекса и 1 серия Нейрогенеза будет выходить у нас, поэтому, да. Вот такие дела. Всем огромное спасибо за просмотр данной серии. Эта серия, я не знаю, пилотная, я ее так и назову, пилотная серия или там нулевая серия. Поэтому, да. Подписывайтесь на канал, также не забывайте подписываться в телеграм-канал. Пишите свои комментарии, впечатления, не знаю, так скажу, первые впечатления, не знаю, какие-то будущие свои пожелания или, не знаю, ну, подобные штучки, которые вы думаете, да, какие-то ваши мысли по этому счету. Буду очень рад и интересно будет почитать. Ну а с вами был Эфир. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения. До скорой встречи, друзья. И еще услышимся. Пока!